Всем привет! Меня зовут Юля, и в этом видео мы будем делать комплект новогодних игрушек. Буду использовать 4 таких шаблона. Ссылку на них вы найдете в описании к этому видео. Также я использую вот такую ткань. Это мех букле искусственный. Ее я покупала на Валберес. Ссылку вы найдете также в описании к этому видео. Переношу все шаблоны на ткань в двойном экземпляре. Легче всего было перенести шаблоны с помощью водорастворимого маркера. Шаблоны вырезаем. Кстати, я хочу обратить внимание, шаблон олененка переносите в зеркальном отражении. Удаляю маркер с помощью влажной салфетки. Первой буду делать елочку. Для петелек буду использовать бусинки, 2 поменьше и 1 побольше в центре. Те, что поменьше, у меня деревянные, а те, что побольше, цветные, поэтому их я буду окрашивать в белый цвет. Окрашиваю с помощью губки, похлопывающими движениями, и получается определенный рельеф. Пока бусинка высыхает, я сшиваю елочку с одной стороны. Сшиваю обычным простым швом с лицевой стороны, за счет меха шов не виден. Теперь нужно сделать петельку. Ее я буду делать из такого вот шнура. Его когда-то я покупала в Fix Price. И на саму петельку я хочу надеть 3 бусинки. Бусинки я чередую, маленькую, большую и маленькую. В конце я завязываю узел, который будет прятаться внутри игрушки. Таким образом будут выглядеть все петельки на этом комплекте игрушек. Узелок прячу внутри будущей елочки и пришиваю. Елочку наполняю. В качестве ножки для елочки я использую половинку палочки корицы. Вклеиваю ее, а остальное пришиваю. Ну и в качестве декора для елочки я буду использовать пайетки в виде звездочек. Их я хаотично пришиваю к елочке. И на этом первая игрушка готова. Следующая игрушка — это олень. Петельку делаю точно такую же, как и у елочки. Пришиваю петельку к спинке, так как у оленя будут рога. Плотно наполняю оленю голову. Ножки оленю буду делать из толстой проволоки. Размеры ее вы видите на экране. Делю эту длину на половину. Обматываю проволоку шнуром, той же самой, что и делаю петельки. Теперь сшиваю и постепенно наполняю туловище оленя, снизу оставляя небольшие отверстия для ножек. Для копыт использую те же самые маленькие деревянные бусинки. Длину ножек я немножечко подрезала. Приклеиваю к туловищу по 2 ножки.
Из обрезка ткани отрезаю небольшой кусочек и заклеиваю то пространство, которое осталось между ножек. Из-за того, что мех кудрявый, эта заплатка вообще незаметна. И приклеиваем еще 2 ножки. На этом этапе олень мне напоминает овечку. Значит, по этому шаблону можно сделать еще дополнительную игрушку, овечку. Еще небольшой совет: делать небольшое утяжеление сзади, так как голова немножечко перевешивает. Теперь буду делать рога. Из обычной тонкой проволоки отрезаю 2 отрезка побольше, это будут основные рога, и 4 маленьких отрезка, это будут ответвления рогов. Декорирую проволоку тейп-лентой коричневого цвета, разрезаю ее напополам, так будет аккуратнее смотреться. Обматываю вначале маленькие отрезки, а затем уже большие, и к ним приматываю маленькие. Выгибаю, и получаются такие вот рога. Делаю необходимую длину и приклеиваю. Добавляю декор оленю, это будет шарфик, который я сделала из ленты. К шарфику пришиваю золотую шишечку, красный бубенчик и такую золотую звездочку, пайетку, как и на елочке. Из обрезков ткани делаю подобие треугольников, это будут хвостик и ушки. Глазки и носик у оленя из маленьких черных полубусин. На этом вторая и самая сложная игрушка из всех готова. Кстати, эта игрушка может стоять, поэтому ее можно использовать как статуэтку. Следующая игрушка это будет луна. Сшиваем игрушку и пришиваем петельку точно так же, как и предыдущим игрушкам. В качестве украшения к этой игрушке я буду делать кисточку из этого же шнура, что и петельки. Длина кисточки равна ширине губки. Связываю намотанные нитки сверху, теперь подрезаю все снизу, укладываю все в ровную кисточку и сверху на расстоянии от верха примерно 1–1,5 см связываю еще раз. И пришиваю к основной детали. Я размотала каждую веревочку, зато смотрится очень красиво. Кисточку расчесываю и, если необходимо, подравниваю длину. После того, как я пришила кисточку, луну наполняю и сшиваю.
Декорирую кисточку пайетками-звездочками, тем самым скрывая узелок на кисточке. Звездочки приклеиваю по кругу кисточки. На этом третья игрушка готова, осталась последняя. Это будет звездочка. Сшиваем игрушку точно так же, оставляем расстояние снизу для декора. Игрушку наполняем. Декор звездочки будет в виде подвесок. Это красный бубенчик, золотой большой бубенчик и снежинка. Фиксирую их на шнур таким образом. Это связываю один раз, затем приклеиваю, прокручиваю между пальцами, отрезаю лишнее, снова наношу капельку клея и снова прокручиваю между пальцами. Держится все надежно и не видно никаких узлов. Фиксирую эти подвески на разной длине. Далее из той же ленты, что я делала оленю шарфик, я скручиваю бантик. И приклеиваю снизу к звездочке. И на этом четвертая игрушка готова. Вот такой красивый набор игрушек у меня получился. Они все очень хорошо гармонируют между собой. Такой набор можно красиво оформить в качестве подарка, а также просто красиво украсить елочку своими руками. Спасибо за просмотр этого видео. Буду ждать от вас лайк и комментарий к этому видео. Если вы зашли на мой канал впервые, предлагаю подписаться. Не забывайте нажимать на колокольчик, ведь впереди много творческих идей. Всем пока!